Вообще этот костюм был подготовлен не для Комик-кона, но почему бы не использовать? Господи, а для чего вы подготовили? А мы посвящали студентов в А, БГУ. ну это обычное дело в Ташкенте, точно. Ну да. Как я мог забыть? Доп. Вопрос, а это кто? Это неправильно дорогу переходил. So it takes me like probably 4 or 5 hours to style the wig properly. But to get into the costume, it only takes about 30 minutes. It's not too much of a hassle. Окей, thank you. Я девочка-зайка. Господи, я думал, вы из плейбоя. Это ваши догадки. Это мои фантазии. Да, шила моя бабушка. Что бабушка сказала про персонаж, когда увидела, что ей надо шить? Она сказала, что без мужа мне нельзя идти на праздник. Давайте попробуем. Сейчас я получу мечом. Ударь, попробуй. Нормально? Салам, привет всем. Сегодня мы на втором ежегодном фестивале Комик-кон. Если вы не видели первый сюжет, поставьте его в очередь вот по этой ссылке и позже посмотрите. Не буду долго затягивать. Сегодня очень много интересных гостей. Погнали! Здравствуйте. Да, здравствуйте, всем привет. Как вас зовут? Меня зовут Айгера Дунамис, я прилетела на Комик-кон в Ташкент из Казахстана, из Алматы. Из Алматы. Да. Подскажите, кто вы? Я сегодня в образе Чудо-женщины из DC Comics версии Галь Гадот, из фильма. Это супергерой. Супергерой. Да. Подскажите, сколько стоило создание такого образа? Честно, я когда делаю костюмы, я стараюсь не считать, потому что Например, если я буду считать, я разочаруюсь, поэтому не считаю. Но примерно, если у меня ушло только на материалы, то есть я его сама сделала, долларов, где-то 600-700 долларов. 600-700 долларов? Да, только на материалы. А вы одна делала или несколько человек? Нет, я его делала одна, около 2,5 месяцев, до 3 месяцев точно я его сделала. Но это учитывая, что я там как бы не дедлайнила, а работала спокойно, по выходным там занималась, сделала. Но если бы, допустим, я не работала, не спала бы, не жрала и не срала бы, извините меня, то мне кажется, я бы там за 2 недели его закончила. Но так как я люблю распределять правильный тайм-менеджмент, я поэтому за 2-3 месяца управилась. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. What is your name? My name is Lori. Where are you from? I'm from USA. Who are you? I am Bernice from Zenless Zone Zero. How much cost your look? For the whole costume, it cost about $110 USD. Okay. Need translate? For me, styling the wig is really difficult because it's a task that I don't really like doing. So it takes me like probably 4 or 5 hours to style the wig properly. But to get into the costume, it only takes about 30 minutes. It's not too much of a hassle. Okay, thank you. Попроси, пожалуйста, вот как герой что-то ее делает, может там что-то показать. Меня зовут Елена. Откуда вы? Казахстан. Кто вы? Это Мора, но я дала ей имя. Вообще, это оригинальный персонаж по арт-изображению художника Грейс. Мне очень понравился дизайн, и мне захотелось, чтобы это был мой следующий персонаж D&D, когда предыдущий умрет, и это будет некромант, который воскресит старого, и вместе будут гулять. Хорошо. Сколько стоит этот образ? Может, около 100 тысяч. Вы одна работали над этим костюмом? Сколько времени у вас ушло? 1,5 месяца, но я не каждый день делала. У меня были неделю перерыв. Какие-то дни я делала с утра до ночи, поэтому в сумме где-то около 200 часов с лишним. Ну, выглядит визуально, как будто полгода с этим делали, реально. Спасибо.
Жавахир, это второй Комик-кон. Да. Подскажи, сколько людей на него пришло и было ли людей больше, чем в прошлом году? В этом году было больше людей, нежели в прошлом году за 2 дня. Было 11 тысяч посетителей. Это, конечно, не все люди, которые купили билет, то, что мы учитываем людей, например, которые не покупали билет, но были на фестивале, например, аккредитованные косплееры, волонтеры, то есть все люди, которые также являются на самом деле частью фестиваля и являются частью как бы опыта всего этого. Это все вместе 11 Да. тысяч человек. Да. Ну, за целый день, естественно, не единоразово. Фестиваль все-таки был с 12 дня, там почти до 9 вечера, так что люди приходят волнами. Ну, конечно, пик, наверное, был где-то с 3 по 6 вечера. Вот так где-то. Пикового сколько было человек? Ой, это трудно посчитать. Непонятно. Никак, да. Ну, то есть мы только общее количество знаем. И пиково, наверное, только можно визуально считать. Ну, на самом деле, там никогда не поймешь точно. Из-за этого никто точные цифры почти не дает. Федор, расскажите, здесь происходит какая-то драка, даже видел, человек упал. Что у вас здесь, клуб или что? У нас клуб исторического фехтования, но это, конечно, не драка, это фехтование. Драться мы не любим. Где-то 1,5 года мы занимаемся постоянно. До этого были 2-3 человека, а сейчас у нас чуть побольше, но не очень много. Сколько, если не секрет? Так, 12, наверное. Не, ну это нормально. У вас как бы макеты оружия, да? Такой, ну, внушительный. Реплики. Оружие, как правило, это Ренессанс, позднее Средневековье, и фехтование тоже примерно оттуда. У вас членство в клубе платное или туда любой может прийти? Вот, Любой может прийти. Вот, например, я захотел, что мне для этого нужно? Ничего, просто прийти в спортивной форме. И платить не надо? Нет, мы берем деньги за занятия. А кто в основном к вам приходит в клуб и зачем туда люди идут? Там, может быть, адреналин выплеснуть или поддержать физическую форму? Есть какая-то аналитика? Во-первых, это красиво. Вот, фехтование — это не драка, это красота в чистом виде. Вот. Во-вторых, насчет практического применения я не знаю, но это действительно позволяет поддерживать хорошо форму. Ну, вообще-то это весело. Ну, на ташкентских дорогах это было бы полезно, потому что здесь такой трафик. Не помогает. Не помогает, пробовали. Ай. Это очень весело. Побить кого-нибудь. Не больно? Попробуйте. Давайте попробуем. Проблем? Сейчас я получу мечом. A few moments later. Во-первых, мне выдали такую потную, просоленную, мокрую фуфайку, в которой потел явно не один человек. Так, защищаются, я так понимаю, суставы, локти, самое подверженное повреждению. Ой, жесть, вообще страшно. Ну, во имя там чего-нибудь. Кто победил? Давай. Я просто не дорезал. А? Это не вам. Ладно, просто пробуем. Ох, хорошо попало. Ты не бьешь, смотри. Я боюсь больно сделать. Сказали же сильно не бить. Ладно, хорошо. Ой-ой-ой, давай. Дарь, попробуй. Нормально? Попал? Честно говоря, уже сам вспотел. Оху, хорошо прилетело. Я помру сейчас. Когда ничего не умеешь, это, конечно, плохо.
Фу, хоть один раз попал. Ну, в общем, мои ощущения об этом всем деле. На самом деле, со стороны выглядит очень страшно. Попадает действительно сильно, ты чувствуешь удар железа, но не прибивает тебе ни одежду, ни шлем. Шлем хорошо защищает. То есть оно больше страшно, чем больно. Потому что больно не было ни разу. По идее, могли бы бить даже в 3 раза сильнее. И мне кажется, даже если лупанули бы наотмашь, то все равно бы ничего страшного не случилось. Повреждений сильных не было бы. Адреналин немножко выплескивается. Ну, почему? Потому что я неопытный, я впервые держу вообще в руках меч. И ты понимаешь, что перед тобой сильный соперник, который этим занимается годами, и что ты ему все равно ничего не сможешь сделать. Удивительно, что я один раз ему попал по рукам. Ну, как он сказал, по рукам попасть может любой, что это легко. Знал бы сразу, попадал бы ему по рукам чаще. Как увлечение, интересно, почему бы и нет, спортивное. Но инвентарь, конечно, инвентарь нужно иметь свой, потому что после кого-то он не очень чистый. Ты это все ощущаешь. Оно еще тебя дополнительно деморализует. Как-то так. Двигаемся дальше. Привет! С вами чуть-чуть команда Утопия Шоу. Я Топа, Марина, Денис Строев, Денчик. Здесь вот кто смог приехать. Да, будем рады услышать ваши вопросы и на них ответить. Ребят, добро пожаловать в Узбекистан. Стандартные вопросы задаю сегодня я. Как вам Узбекистан? Вы в первый раз? Мы впервые здесь, и нам пока что очень нравится. Мы увидели только вчера вечером что-то на улице, и... То есть организаторы вас еще не отвезли покушать национальную узбекскую кухню? Центр плова у нас завтра. Все в порядке. Супер, лучший! Ребята, привет. Во-первых, маленький привет вам. YouTube-канал «Едем жить в Узбекистан». И вопрос Привет. будет по Узбекистану. Понимаю, что вы находитесь здесь несколько дней, но есть ли такая вещь или что-то, что вас удивило или показалось очень интересным, как это сказать, ну, что вас удивило в Узбекистане? Лично меня удивило, мне рассказали про вашу июльскую челя, и я был в шоке от того, насколько здесь жарко и невозможно находиться на улице. Честно, для меня, я бы такое никогда не загуглил, это безумие какое-то. Люди говорили, что ощущалось под 60 градусов. И это только в Ташкенте. В областях было еще хуже. Я в шоке, я не знаю, как можно выжить на улице при таких температурах. Пожалуйста, все самые красивые где? В Ташкенте! В общем, такой вот факт меня удивил. А вас? Я как будто с тобой согласна. Это самое удивительное из того, что я вообще пока что слышала. Мы просто немного слышали, но из рассказов вот это самое удивительное было. А тебя, Дэн? Слушай, ну помимо жары, да, абсолютно очевидный, меня удивило хаотичное довольно движение на дорогах, но... Удивило прям? Но ни одного ДТП мы не заметили. Точно. То есть это как-то происходит вот прям броуновское движение, но ДТП нет. Меня знаешь, что удивило? Когда я сел в такси спереди, то там по умолчанию как бы вот ремень, он за креслом был, я его не смог достать. То есть тут как будто бы не предназначено, это не надо. Почему в этот раз решили сделать Комик-кон на один день, а не на 2 дня, как в прошлом году? Как раз пересматривал ваш ролик перед этим Комик-коном. Было смешно, когда вы говорили, наверное, в следующем году будет 3 дня. Но дело в том, что, опять же, финансово было сложно после прошлого фестиваля, мы ушли в большой минус. И мы решили испробовать другую тактику, потому что Хумо-арена большая. Мы делали 2 дня, мы ее не заполняли. В этом году мы почти ее полностью заполнили. Еще было, на самом деле, достаточно места, потому что Хумо-арена большая. И мы решили весь этот бюджет 2-дневный в один день вложить, чтобы пригласить гостей лучше. То есть, ну, в принципе, этот день один был намного качественнее, чем те 2 дня. И как бы наш план сработал, пришло больше людей, как бы фестиваль получился лучше. План был таким. Потому что делать 2 дня фестиваля, это почти ровно как делать 2 фестиваля практически. Азиз, откуда вы? Ташкента. Местный. Местный. Кто вы? Алайский базар. Что за герой? Чужой? Предатор. Хищник? Хищник. Хищник. Образца 1987 года. Тот вопрос, а это кто? Это
Неправильно дорогу переходил. Ну здесь часто такое, да, в Ташкенте. Я пирамидоголовый из Silent Hill. Вы одна занимались созданием костюма? Нет, мне помогал мой товарищ. Вообще этот костюм был подготовлен не для Комик-кона, но почему бы не использовать? Господи, а для чего вы подготовили? А мы посвящали студентов в Ну БГУ. это обычное дело в Ташкенте, точно. Ну да. Как я мог забыть? Хорошо, понятно. Да, обычно именно этим посвящают студентов. Да, вот. Сколько времени вы затратили на этот костюм? Наверное, около 2-3 месяцев, потому 2-3 что с перерывами, да. Ну потому что посвящали кого-то еще. Ну да, еще посвящали. Кто вы? Я косплею Айзена из аниме Блич. А вы? Святая Целестина из Warhammer 40 000. Сколько стоит ваш костюм? Мой костюм примерно стоит суммарно вместе со всем реквизитом 1,5 миллиона сум. 1,5 миллиона. А ваш костюм сколько? Я на самом деле затрудняюсь ответить на этот вопрос, но в районе $400. $400 примерно? районе, да. А почему 400. затрудняетесь? Потому что я косплей сама делала, и я не вела подсчеты материалов, которые я покупала и так далее. Поэтому. А вы одна занимались работой над своим костюмом? В основном, да, одна, но вот мне Дамир помогал части выполнять мелкую работу. Еще мне с электроникой помогли. То есть у меня есть крылья, просто их сейчас здесь нет. К разговору о небольших трудностях, о фейлах. Каких гостей вы пригласили, но они отказались? Были такие? На самом деле, не сказать, что отказались, у кого-то не получилось, а кого-то, как мы посчитали, это очень дорого, и мы не можем потянуть. На самом деле, много таких гостей, наверное, я их поименно называть не буду, потому что некоторых из них мы в будущем привезем, так или иначе. У нас был изначально не Шонган хедлайнером, далеко не он, был другой голливудский, так скажем, представитель. Но у нас не получилось его привезти, там неразбериха вышла у него с расписанием, хотя мы уже подписали договор там и так далее. Также были маленькие какие-то гости от мала до велика, которых мы не смогли привезти. У кого-то, опять же, проблемы были с графиком. Кто-то сказал очень большую сумму. Опять же, не могу из-за этого называть его. В принципе, никого не могу назвать, потому что кого-то мы или привезем, или кто-то назвал очень, я считаю, неоправданную сумму, как минимум для нас. То есть мы бы свои вложения не окупили. А какая сумма? Ну, не можем имя говорить, но сумма. Вот кто-то назвал. То есть это самый, как говорится, не чтобы кого-то обижать, но мы же все равно реалисты, понимаем, есть хедлайнер, голливудский актер, есть какой-то блогер, есть актер озвучки, и мы понимаем, что на разных видах гостей будет определенный отклик. И был один гость, который далеко не хедлайнер, и попросил там порядка 4 или 5 тысяч долларов в виде гонорара. Мы посчитали, что это будет пока что для нас супер не... С точки зрения бизнеса именно, с точки зрения окупаемости, невыгодно. Мы сделали большой корректив с прошлого года, чтобы больше не уходить в минус. То есть оценивать вообще, нужно это или нет. Потому что я как фанат, я хочу вот этого гостя, и все. Были, да, то есть неважно, сколько он стоит. Но я в этом году себя пересиливал, отказывался от таких вещей, просто потому что я хочу. То есть, как говорил Тиньков, я так чувствую, такого у нас не было. Мы уже оценивали каждого гостя и убирали гостя, если мы понимали, да, как фанат я его хочу тут видеть, но это снова может привести к тому, что там с точки зрения финансов фестиваль захлебнется. Если бы он и в этом году ушел бы в минус, там бы уже был вопрос, будет ли он в принципе существовать. Из-за этого мы серьезно к этому подошли. Так что у нас нет никаких обид и так далее, и никаких конфликтов ни с кем из актеров. Просто кто-то попросил столько, сколько мы не можем дать. Друзья, начинается конкурс косплея. Пойдемте посмотрим.
Друзья, вас не слышно! Поделитесь, вы счастливы? Какие эмоции проживаете? У нас был трудный путь, ребят, кто знает, кто следил. Мы вернулись и доказали, что мы этого стоим. Спасибо большое всем. Браво! Гран-при! На счет 3, 2, 1! Доктор Дум! Мистер Эми! Браво! Поздравляем! Да! Лучший! Супер! Джавахир, я заметил, что в этот раз было больше организовано каких-то кулуарных движух, каких-то там конкурсов, фехтований, ну, в общем, всего-всего-всего. Мероприятие стало более узнаваемое? Да, ну, наверное, так оно и должно работать. Что-то крупное появилось в первый раз, люди не понимали, что это. Как бы это крупное происходит во второй раз, с более крутыми гостями, как бы, и, ну, не знаю, как-то все было, как оно надо, грубо говоря, практически, и партнеры подтянулись, их стало больше, и активности стало больше, то есть из аудитории люди подтягивались, говорили, например, я могу сделать стендик с фехтованием, дайте нам место, и мы это место, вместо того, чтобы продать кому-то для коммерции, мы это сделали как такую прикольную зону, где люди могли повеселиться, вот те же бои на мячах, вот мы хотим больше такого в будущем. Есть энтузиасты, которые сами приходят и хотят сделать что-то интересное, грубо говоря, бесплатно, и мы им бесплатно даем место. Мы можем бесплатно места давать коммерческие, которые изначально запланированы как на продажу, если вы предлагаете что-то интересное, вот. Хорошо. Так. В следующий раз обязательно нам дайте столик, мы тоже что-нибудь там устроим. Да, без проблем, на самом деле. Надо подумать. На самом деле, если с креативом прийти, очень легко можно получить бесплатное место. Естественно, если вы не какой-то крупный бренд и так далее. Да, если вы какой-то энтузиаст и так далее, вообще без проблем. А настолки были, там были типа шахмат такие да, игры. но честно, это было на коммерческой основе. Там, насколько я помню, человек придумал свою настолку, вот, и хотел ее тут как-то пропиарить, что ли, вот, что-то в этом роде. Здрасте, как вас зовут? Меня Замялин. Слушайте, я почитал правила на 5 листах. Да. Это очень сложно, это что-то типа шахмат. Это да, что-то вроде шахмат. Это легче, чем шахматы, но сложнее, чем шашки. Ага, легче, чем шахматы, хорошо. Как называется игра? Tactic On. Tactic On. Да. Ну, давайте попробуем. Вкратце расскажите правила. Вкратце. Получается, у вас есть две цели. Это либо убить всех фигурок противоположной команды, либо добраться до лагеря. Угу. Вот. У каждой фигуры есть своя специализация, она по-разному двигается, и вообще рельеф карты, он тоже различный. Есть, получается, клетки двух сторон, белые и черные, и бездорожье. Бездорожье — это эдакие леса, по которым не может ходить конец. И центр карты — разрушенная крепость, да. Если вы ее займете, это делается очень легко, просто вы говорите, я занимаю разрушенную крепость, тратите свой один ход, и лучник может стрелять, получается, по вражеской территории. Для чего у вас используются строительные заклепки, подскажите? Мы очень заботимся о природе. Это вторсырье. Они выступают в качестве жизни. Все сделано из дерева. Тоже наше изобретение полностью патент. Все. Вы сами придумали это? Полностью сами. Прямо в Узбекистане здесь, Прямо да? в Узбекистане. Вот. Прямо вы, это да? мой учитель истории. Я совместно 11-классник, школу закончил. Ничего себе, круто. Так, я буду играть на обум. Не знаю, к чему это приведет. Я хожу копьеносцем туда, потому что я боюсь, что вы сможете давить на него. Ага. Вот это лучник. Да. Если вы его выдвинете сюда, то он сможет обстрелять. Вот, этой целью и поставимся. Да. Плохо, что вы разгадали мой план. Я сходил к капитану. Так, по-моему, я хотел сделать так. Смотрите. Теперь я атакую вас. Вот. Да. Ну, пускай. Интересный факт. Есть командир. Ага. Он собирает все жизни и может распоряжаться им. Он может отнимать у своих жизни или лечить свои жизни. Но если фигурка умирает, он не может ее воскресить. Как на любой войне, тут можно жертвовать своими, поэтому я убиваю своего союзника, чтобы сделать сильнее главного командира. О, нифига себе, а что, так можно было? Да. Обычный трусов.
Мне кажется, правила придумываются на ходу. Нет, вы можете начинаете прочитать. все разом, вы заманаетесь. Я прочитал, ничего не понял. Да, я еще раз бью. Убивайте. Ой, я убил? Да, вы убили. Ничего себе. Поздравляю. Я С просто... первой смерти. Я не Вы знаю. можете двумя сразу побить. И 3 отнять. Вот так и делаем. Да, все. Держите. Так. 2, еще одну. Сейчас мы его будем долбать. Так, убил, да? Этого убил. Так, я бью. Забираю одну, да? Да. Вы помните то, что... Да, я помню. Что... Если хотите, вам Еще раз бью. Если я добираюсь, то... Что могу сделать? Пока идет... До конца. Сейчас догонять буду. Не догоню. Не догонись. И я проиграл. Все. Спасибо. Хорошая партия, спасибо. Меня зовут Дали, Рахимкулов Дали Фархадович, я из Ташкента. Ну, это Ведьмак. Да, Ведьмак, Геральт из Риви, объединенный из игры и из сериала. То есть Сколько стоило изготовление такого костюма? 200 с лишним долларов как раз он стоил, да, то есть часть была сшита вручную, часть была как раз сделана крафтом. Вот, парик, то есть грим укладывался отдельно как раз вот. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Алиса. Алиса. Откуда вы? Из Ташкента. Кто вы? Хацунамику. А сколько денег вы потратили на такой образ? Ну, получается, парик я попросила у Мяп, это девочка, которая делает парики, 550. Это парик с Таобао и укладка. Вот. Сам костюм я взяла с работы, я работаю аниматором. Вот. Туфельки мои, колодки тоже мои. Подскажите, кто вы? Есть такое аниме, этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки. Я девочка-зайка. Господи, я думал, вы из плейбоя. Это ваши догадки. Это мои фантазии, да. да. Я из аниме. Вы одна занимались созданием образа? Идея была моя, но основную часть костюма, то есть самую сложную, вот этот боди, мне шили. Шила моя бабушка, она у меня профессионал в этом плане, то есть мы купили ткань, я показала самого персонажа, и она создала по моим меркам этот костюм. Что бабушка сказала про персонаж, когда увидела, что ей надо шить? Она сказала, что без мужа мне нельзя идти на праздник. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы так перчатки одели? Да, мы боимся за наш товар, все-таки он очень хрупкий, мы сами его красим, и хочется, чтобы он оставался максимально целым до конца. Я хотел что-то схватить, понял. Хватать не буду. Только перчатки. Хорошо. Как вас зовут? Меня зовут Эва. Эва. Вы местные здесь живете, да? Да. Расскажите, вы сами это все делаете, красите? Как вы это делаете? У нас есть команда из 3 человек, называется Game Model. Мы открылись месяц назад буквально, и мы печатаем на 3D-принтере. Потом я, как художник, это крашу. Большой спрос? Или вообще какой спрос здесь, в Ташкенте, в Узбекистане, на фигурки? Ну, мы только начали, и люди пока не совсем понимают, что это, но очень много людей, кто интересуется. И в основном это вселенная... У нас уже взяли одну фигурку по вселенной Warcraft, взяли Лидана. Очень популярный персонаж. А еще все хотят Кратоса. Он стоит 2 миллиона 565 тысяч. Я вот этого знаю, я смотрел сериал. Homelander, да. Да, На да, него да. тоже внимание обращают часто. От размера зависит цена. Да, конечно, от размера и от детализации. Просто он у нас сейчас на скидке, он у нас в просеке в целом. Но если заняться его росписью, то можно сделать, конечно, и на большую цену, потому что больше труда. Вот у нас сейчас прайс идет от $100 в целом. Самое дешевое $100. Этот у нас на скидке 800 тысяч. А так у нас цены, вот, да, примерно, вот он 2 миллиона. Вот Джи у нас из Resident Evil, она 3 миллиона. Она тяжелая, она более 2 кило весит. То есть фигурки сами по себе, они очень тяжелые, они крепкие, все-таки это пластик. Он за счет подставки, там как будто бы вес внизу стоит. Что-то металлическое там нет? Нет. Нет? Это все вес пластика. Ну это где-то 1,5 килограмма. Около того, я не замеряла точно, но у нас есть... Ну здесь 200 кило 300 точно. А есть какие-то у людей предпочтения, что они, может быть, кто-то спрашивает у вас, заказывает что-то? Как вы выбираете персонажей, которых делать? У вас какой-то ассортимент существует или вы по заказу работаете? Ну, так как мы открыли совсем недавно, и надо было с чего-то начинать, мы взяли за основу наших любимых персонажей, и первой, наверное, нашей приоритетностью было не аниме,
как это понятно, потому что на рынке его очень много, а взяли вот любимые душе игры и фильмы. И сегодня на Комиконе в основном люди интересовались вселенными Варкрафта и Вархаммера. Вот людей это цепляет, потому что на рынке этого просто нет, особенно в Узбекистане. Было ли в этот раз мероприятие прибыльное и что получили инвесторы? Да, оно было прибыльным, я бы сказал, нормально прибыльным. Не инвесторы, это спонсоры скорее, которые приходят поддержать то, что им нравится, насколько я понимаю, ну и как бы получить что-то для себя. Но для себя они получили очень крутую, шарящую, креативную молодежь, потому что наша ЦА — это 18-25 лет, можно сказать, вот эти зумеры, Gen Z, до которых можно достучаться через наш фестиваль. Их в большом количестве, и, ну, как бы для брендов, что круто, они платежеспособны, они привыкли платить за свое удовольствие, то есть они привыкли потреблять, они выросли на американской культуре там, то есть культура потребления у них очень прокачана, и вот эту аудиторию в большом, очень большом количестве они получают. Я не знаю практически... Ну, мало, грубо говоря, таких фестивалей, которые могут собрать столько людей, еще и такого пласта в нашей стране. В Узбекистане, да. Да, потому что партнеры, хоть им на цифре показываешь презентацию, то есть мы обещали им 8 тысяч посетителей, мы перевыполнили план, потому что сами не ожидали, что столько людей будет. И когда им говоришь 8 тысяч, они такие, ну, мало. А когда они приходят и видят, на самом деле им кажется, это прям вау, это очень много, и все эти люди приходят к ним на стенды, какую-то активность проявляют, знакомятся с их брендом, и им нравится. Мы собираем отзывы с наших партнеров. Никто пока не сказал, что недоволен. Может, это узбекская, как говорится, такая вежливость, но в случае с B2B сегментом, то есть бизнес-бизнес, навряд ли люди будут вежливыми. Там все-таки, думаю, принято говорить напрямую, если им что-то не нравится. Меня зовут Селена. А откуда вы? Я из Ташкента. А что за образ у вас? Я косплею Лару Крофт. По ней были игры. А сколько денег вы потратили на создание этого образа? Примерно где-то 300 тысяч, потому что из Taobao, в принципе, можно заказать очень дешевые вещи. Вот у меня перчатки, вот такие штуки на штаны и ожерелье. Все остальное у меня дома Google. Ну, пока это самый дешевый костюм, который мы встретили. А мой персонаж — это Джотаро Куджа из аниме Джоджо. Сколько времени ушло на сбор этого образа? Единственное, что я собирал прям сам, это ремни. Я их сам клеил, получается, квадратики клеил, треугольнички. На это ушло где-то 2 дня. 2 дня? Да. Кто вы? Shadow из игры Sonic and the Black Knight, где все персонажи из Соника, в принципе, превращаются в рыцарей, по сути. А вы? А я Ханаби, игровой персонаж из игры Mobile Legends. В прошлый раз команда была 3 человека. Какая команда занималась организацией мероприятия в этот раз? И какие трудности у вас были в этот раз? Наша команда, на самом деле, уменьшается. Тебе 2 человека. Но глобально до фестиваля тем, кто занимается, это я, Кирилл, и мне моя девушка Джасмин помогает. То есть он делает дизайны и так далее. То есть глобально, наверное, 3 человека этим занимаются. Но в день фестиваля, конечно, людей намного больше. То есть это мои знакомые, которые там всегда мне помогали, там, они являются волонтерами некоторые. Некоторые ребята просто до фестиваля за сутки приходят, помогают там устраивать стенды, разносить столы, стулья. То есть если говорить вот прям команда, которая погружена в проект очень сильно, наверное, это 2-3 человека. Вот. Скажите, кто вы? Я Джинкс из игры Лига Легенд или же из сериала Arcane от Netflix. Сколько времени ушло на изготовление костюма? 6 месяцев. 6 месяцев? Да. Полгода? Ребята, это новый рекорд. Это пока рекорд. Ставим лайки. Здравствуйте, меня зовут Ильяна. Но мой никнейм — это Мяв. Меня в основном все знают как Мяв. Мяв. Да. Вы откуда? Я из Ташкента. Какие трудности были в этот раз? Да, как и всегда, стандартные, это просто форс-мажоры. То есть, когда ты делаешь фестиваль, много форс-мажоров там. Допустим, бренды начали приходить не в положенное время, их подрядчики, то есть не сами бренды, а их подрядчики, они же не нанимают кого-то. Они начали приходить вообще в разное время. Мы им дали время, они начали приходить, когда хотят. Видимо, они решили, что мы тут 24/7, и из-за того, что они приезжали в разное время, мы подрывались, приходили, потому что уже нет выбора, надо уже исходить из ситуации, которая есть.
и из-за этого у нас как домино, многие вещи рушились, мы не успевали сделать, мы не спали там 2-3 дня. Ну, честно, стандартная ситуация, каждый фестиваль в такой атмосфере происходит, когда все происходит не так, как ты планировал. То есть сам посетитель, зритель этого не заметил, но мы как бы, наши годы жизни, наверное, уменьшились из-за этих форс-мажоров. Если вкратце так, ну, какие-то маленькие недочеты, всегда, это как бы нельзя одно что-то крупное назвать, вот по мелочи, вот так, что напрягает тебя. Глобально, самые глобальные проблемы, я думаю, мы уже избегаем, вот, а по мелочи, да, их очень много, и вот надо с ними, как говорится, сражаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Виктория. Виктория, откуда вы? Я с Узбекистана, города Ташкент. Кто вы? Я Финкс из Бравл Старса. Я готическая версия Эми Роуз из Соника. На этот образ ушло 3 миллиона сумм. Подскажите, что это за герой или герои? Кто вы? У нас образ из аниме «Атака титанов». Мы члены разведкорпуса. Так как он невысокого роста, он, скорее всего, леви. Ага, хорошо. Подскажите, сколько денег затрачено на этот образ? На самом деле я не считала, сколько у нас ушло, но я думаю, около $100 вышло и плюс еще доработка. Вы одна работали над костюмом? Нет, работала я, работали мои друзья, и мне помогала моя мама. И сколько времени у вас ушло на костюмы? 3 дня. Вы одна занимались этим образом или несколько человек работало? Вообще я занималась этим. Одна. Сколько времени ушло на создание этого костюма? Ну, каждый день по чуть-чуть, где-то месяц, наверное. Я великая Гетта из игры Ханкай Star Rail. Все мне обошлось, где-то 2 миллиона. 2 миллиона. Вы одна работали с костюмом? Да. Кто вы? Так, сегодня я в образе Статуи Свободы. Сколько стоит ваш образ? Сколько денег затратили на костюм? Мой образ где-то 2,5 миллиона. Жавахир, как ты оцениваешь прошедший фестиваль? Все ли удалось? Какой опыт ты получил? Давайте рассматривать это с разных точек зрения. Например, с точки зрения посетителя, я бы для себя это оценил как... Ну, сразу скажу, что я очень критически отношусь к своей работе. Кто-то скажет, там, это было 10 из 10, кто-то скажет, было 4 из 10, опять же, людей много, как бы 11 тысяч посетителей, и у каждого разное мнение будет. Я бы с точки зрения посетителя этот экспириенс оценил на 7-8. Чего не хватает до 10, вы можете сказать, да? Да. То есть, чтобы было больше дней, вот, глобально это, потому что люди жаловались на то, что они не успевают все. То есть, активностей было очень много, прям вы могли, наверное, заметить, что у нас мест вообще не осталось, у нас последние места прям забирали под конец, мы придумывали что-то новое, чтобы разместить какой-то бренд, и из-за этого у посетителя было ощущение, что он не все успел. И, конечно, было бы круто ему там 2 дня, чтобы он спокойно мог и в очереди постоять, и покушать, и на сцене посидеть и так далее. Я бы, наверное, на 7-8 оценил этот экспириенс для посетителя лично. Из внутрянки я бы все это оценил на 6, 5, очень стрессово, нам нужно это... Стрессово, опять же, для меня, для моей команды, нам нужно это как-то улучшать, чтобы мы испытывали меньше стресса, потому что без преувеличения у меня седых волос становится все больше и больше с каждым фестивалем, потому что проблем очень много. Нам нужно сделать так, чтобы мы больше спали и как-то в более спокойном режиме делали организацию, потому что когда ты не спишь, когда ты нервничаешь, ты начинаешь тупить, грубо говоря, потому что не спал, нервничаешь, и какие-то вещи начинаешь забывать. То есть эффективность падает из-за этого, как твоя как организатора. Да, ты вроде 24 часа или там 36 часов, сколько мы не спали, там на ногах и делаешь что-то, но на самом деле твоя эффективность очень маленькая. Лучше бы ты поспал и сделал, но у тебя нет такой возможности, потому что подрядчик приехал именно сейчас, и его нужно принять именно сейчас и решить эту проблему. Испытаем фортуну, попробуем. Что хотите выиграть? Да хоть что-нибудь. Я совершенно невезучий. Вот, я это и говорил. Ну хотя бы стикеры дали. Спасибо. Пожалуйста. Друзья, здесь еще у нас на фестивале... Где они, покажите их. У нас сегодня на фестивале родилась новая, счастливая семья! Ну все уже. Она сказала да! Поздравляем, будьте счастливы! Подскажи, нам всем интересно, будет ли следующий Комик-кон?
конечно, будет. Мы уже, на самом деле, начали к нему готовиться. Такая странная тенденция. После каждого фестиваля мы как будто бы еще раньше начинаем к нему готовиться. То есть после первого фестиваля, там, если фестиваль закончился в сентябре, мы в октябре, в ноябре уже какие-то наработки делали. Потом вот был Комик-кон, он закончился, и мы к нему начали готовиться, там, не знаю, в январе уже. Сейчас мы уже готовимся, прям вот через неделю я уже пошел площадку смотреть, через неделю я начал думать, продумывать бюджет и так далее. Я понял, что для меня так комфортнее, когда я работаю на расслабоне, не тороплюсь, у меня есть время подумать. Если я начну в ноябре, это опять будет в попыхах, и я бы хотел бы там в ноябре, в декабре уже полный план иметь на следующий год и начать его реализовывать. Сейчас, грубо говоря, на листке следующий Комик-кон существует, и он начал реализовываться. Ты сказал смотреть площадку, будет другое место? Не знаю. Опять же, мы с каждым годом с нуля рассматриваем все. То есть мы снова рассматриваем Хуму-арену, мы снова рассматриваем что-то другое. Мы постоянно в поиске чего-то более эффективного для нас. Сейчас пока я, как говорится, думаю просто и рассматриваю. Финального решения ни по какому вопросу еще нет, кроме того, что Комик-кон будет. Опять же, если нам разрешение на фестиваль дадут, ну, думаю, нам не должны его запрещать. Он проходит достаточно цивильно, без драк, без всякой шумихи, и привозит туристов в страну, помогает чуть-чуть, но все-таки развивать экономику, повышать статус страны. Думаю, все должно быть хорошо. Спасибо. Спасибо за интервью. Друзья, обязательно ставьте лайк этому сюжету, давайте его продвинем и завирусим. Мы стараемся снимать сюжеты для вас более качественно, развиваемся, повышаем уровень. Впрочем, как и сам Узбекистан развивается. И я надеюсь, таких молодежных мероприятий будет становиться с каждым годом все больше и больше. Ведь молодежи нужно чем-то заниматься и увлекаться. Саламат Болинг. Всем пока.